И снова здравствуйте, дорогие мои друзья. В прошлом видео мы рассматривали проект углового дивана своими руками. Мы определились с размерами дивана, нашли идею, мы нашли комплектующие, которые нам необходимы. Это колесная опора, декоративная опора, петля и соединитель для диванов. И, соответственно, мы начали делать эскиз. Создание эскизов у нас закончилось на том, что я добавил опоры и колесные опоры. Остановились мы как раз вот на таком виде. Вот. Нам здесь, соответственно, еще не хватает вида сбоку, а также не хватает нам приспинных подушек на виде спереди, виде сверху. Давайте приступим. Создаем прямоугольник с размерами 70 по ширине и высота 45. Как мы уже и договаривались, высоту приспинных подушек я хотел сделать 45 сантиметров. Устанавливаем. Дальше сделаем с приспинной подушки сделаем скругление. Чтобы скруглить все 4 угла одновременно, одинаковым размером, мы сжимаем замочек и выставляем здесь 5 сантиметров. У нас появилось скругление. Дальше мы эту подушку преобразуем в кривую, перейдем в инструмент создания форм и добавим по центру здесь и здесь, добавим еще по точке. Здесь точку добавим, 2 раза кликаем на левую клавишу и здесь добавим. Потом выделим верхние точки, правой кнопкой мыши преобразовать в кривую. И нижние точки также выделим, правой кнопкой мыши преобразовать в кривую. Теперь эту точку выделяем. Видите, у нас тут получается 2 стрелочки. И правая кнопка мыши симметрическая. Для того, чтобы у нас точка была, вот эти вот изгибы были симметричные. Немножко приблизим, опустим чуть пониже. И вот эти вот маркеры чуть приподнимем. То есть у нас получилась небольшая припухлость наверху. Хотя зачем я это сделал наверх? Неплохо было бы вниз опустить, потому как подушка будет все равно выгнута вниз. И также возьмем эту точку, сделаем ее симметрической и приподнимем чуть наверх, может чуть поменьше. Вот мы сделали подушку спинки. Выкрасим также в серый цвет и опустим ее на сиденье, зажимая клавишу Shift. Мы добавили приспинную подушку. Точно таким же путем добавим подушку и сюда. Толщина подушки у нас будет 20 сантиметров. Мы выставляем по нашим направляющим ширину подушки, глубину делаем 20. На самом деле это все можно оставить и квадраты и поднять наверх. Тут это же все-таки у нас эскиз для понимания того, что мы хотим получить в итоге. Также мы заходим, делаем скругление углов на 3 сантиметра, преобразуем в кривую, добавим точку спереди, выделим вот эти точки, правой кнопкой преобразовать в кривую и выделим нижнюю точку, среднюю точку,
правой кнопкой симметрическая. Выдвинем эту точку немножко вперед. За эти маркеры мы немножко передвинем эти маркеры также вперед. И вот эти вот точки чуть-чуть поднимем выше. А эти чуть-чуть опустим. Ну, примерно такая подушка. Она, конечно, немножко угловато у нас получилась. Давайте эти маркеры чуть-чуть к центру передвинем. Здесь можно также чуть-чуть подвинуть вперед, чтобы она у нас была более округлой. Также берем эту подушку и перемещаем к спинке зажатым шифтом. То есть у нас получилась приспинная подушка высотой 45, ширина 70 и глубина у нее получилась. Мы ее поставим 20. Переводим, не забываем, чтобы у нас отсюда она не ушла. Маркер выставляем наверху и делаем размер 20. Все, вот у нас одна подушка на виде спереди, и вот у нас одна подушка на виде сверху. Переместим эту подушку, скопируем эту подушку сюда. И также скопируем эту подушку вот сюда. С видом спереди, а также с видом сверху мы закончили. Ну, единственное, что можно добавить еще подушки сюда, в бок. Вспоминаем, у нас это шаг и повтор. Интервал между объектами в 0. С правой стороны 2 штуки. Применить. Окей. Для того, чтобы нам было видно спинку, мы можем одну из подушек сделать полупрозрачной. Переходим к виду сбоку. Нам нужно сделать вид сбоку, чтобы также было понимание. Как можно поступить? Можно взять наши направляющие, задние направляющие спинки, направляющие переда и направляющие атаманки. Сместить вниз и левую кнопку держим, правую нажимаем, левую отпускаем. Все, вот у нас направляющие скопировались. И здесь сейчас сделаем поворот на 90 градусов. И смещаем эти направляющие в сторону. Вот мы получили направляющие. То есть мы взяли их, развернули и выставили сюда. Теперь нам будет проще. Чтобы не создавать нам новые объекты, мы сейчас будем заниматься просто копированием. Мы берем подлокотник. Подлокотник копируем в сторону, зажимая Shift и отпускаем. Вот у нас подлокотник. Добавим скругление внизу, такое же, как и внизу спереди. Потом нам нужна спинка, соответственно. То есть как мы можем сделать? Можем взять, скопировать, вставить, взять за маркер, передвинуть вот сюда вот к этой клавише, к этой направляющей и поднять ее наверх. Вот у нас спинка, соответственно, получилась. Вот наша направляющая высоты спинки. Таким же образом можно сделать
бельевой ящик. Давайте так и сделаем. Ctrl-C, Ctrl-V. И передвинем маркер сюда в край. Опустим этот маркер до высоты сидения. Уберем все скругления, потому что ящик у нас будет фанерный, соответственно, там никакого скругления не будет у нас. Если мы зайдем и посмотрим на саму петлю, то мы увидим, что толщина петли 11 миллиметров. Переходим обратно к нашему эскизу. Расстояние перемещения выставляем в 1,1. Выделяем наш бельевой ящик и нажимаем клавишу вправо. Мы создали вот здесь вот расстояние, промежуток, куда будет у нас установлена петля. Дальше, для того, чтобы у нас сиденье каталось и не задевало наш ящик, мы ящик уменьшим до 19,5 сантиметров. И глубину ящика сделаем 65. Все, мы сейчас получили бельевой ящик на виде сбоку. Дальше нам нужна подушка атаманки. Точно так же можем взять подушку спинки, скопировать, вставить, развернуть ее, чтобы нам не менять уже толщину, развернуть ее на 90 градусов, придвинуть к направляющей низа подушки и также придвинуть к направляющей спинки с шифтом и увеличить ее до 150. Это наша подушка сиденья атаманки. Добавим царгу для этой подушки. То есть мы берем, опять же, копируем, вставляем. За этот маркер перетягиваем вниз. Тем самым мы делаем точно такой же размер. 20 миллиметров. Дальше этот маркер мы перетягиваем в начало подлокотника. Убираем с задней стороны, мы убираем закругление. Переводим маркер на правую сторону. И у нас царга должна уходить внутрь на 12 сантиметров. Так что мы берем сейчас этот размер, прибавляем, к этому размеру прибавляем 12 сантиметров. Вот так вот у нас будет выглядеть там атаманка и, соответственно, царга атаманки. Дальше нам осталось сделать подушку сиденья модуля, обычного модуля коротенького, не атаманки, и, соответственно, царгу. Выделяем подушку и царгу через Alt, по краю можно, Ctrl-C, Ctrl-V. Выделяем подушку, доводим эту подушку до края подлокотника, выделяем царгу и доводим царгу до края подлокотника. И в итоге у нас получился диван в разрезе. Сюда надо добавить еще колесные опоры, обычные опоры. Поскольку у меня уже есть создано, я сейчас просто возьму, скопирую вот отсюда и вставлю сюда, чтобы нам не уделять этому слишком много времени. Передвинем немножко эти части. Вот. Теперь давайте я вам немного расскажу о нюансах, с которыми вы можете столкнуться. Вот у нас вид сбоку. Давайте предположим, что у нас здесь находится стена, а вот у этой спинки центр вращения мы переместим вот сюда, вот на пересечение края спинки и низа самой подушки. Так вот, почему я говорил про эти две модели?
Вот эта вот модель без спинки. И я говорил о том, что эту модель можно ставить только в центр комнаты, либо оставлять зазор между стеной и вашим диваном. А вот этот диван, у которого есть еще дополнительная задняя спинка, можно уже представлять прямо к стене. Так вот, если мы перейдем сюда и посмотрим на вот эту вот модель, то мы увидим, что когда у нас опускается спинка, у нас нижний край, вот этот вот, будет цеплять стенку нашу. Вот. И соответственно, то есть нужно либо оставлять зазор между стеной и вашим диваном, либо делать дополнительную спинку. Так, с этим мы разобрались. То есть тут есть два варианта. Либо мы создаем такой диван и ставим его куда там душе угодно, хоть к стене, соответственно, с отступом 7 сантиметров. Но я думаю, что это не очень красиво будет. Можно, конечно, в нишу поставить, если у вас существует какой-то шкаф, который будет перекрывать сбоку диван, вот, то да, это не критично, можно сделать и так. Вот. Но существует другой вариант. Это сзади добавить еще одну декоративную спинку. Вот она представлена у нас здесь и представлена здесь. Но тогда что же происходит? Мы задавали размер 1,50 м. И если мы увеличиваем подлокотник назад, для того, чтобы нам добавить эту спинку, то нам приходится жертвовать размерами самой атаманки, вот, и подушки сиденья. И это не только. Также у нас высота спинки становится другой. Если я сейчас выделю ее, мы увидим, я ее обрезал на 4 сантиметра. Также, давайте еще раз, вот я выделил спинку 66. Перейдем на другой эскиз. Вот у этой модели уже спинка 70. Потом само сиденье мы выделяем 77. Переходим сюда. Здесь у меня глубина сиденья была 80. Почему происходят такие изменения в размерах? Если бы я оставил здесь размер 80, то, соответственно, когда при разложенном состоянии у меня сиденье бы выходило за пределы атаманки. Может быть, кому-то это не критично. Я на самом деле на все эти вещи обращаю внимание постольку-поскольку. Но есть же у нас какие-то перфекционисты, которые хотят, чтобы вот было вот прямо вот вровень. Хотя, если рассмотреть эту модель еще раз, мы увидим, что на атаманку тоже добавляли колесные опоры. И, соответственно, у нас эта атаманка также выдвигается и может тоже стать спальное место. То есть это у нас получается в разложенном состоянии. Диван, если полностью его разложить, то диван в разложенном состоянии будет у нас выглядеть вот так вот. И уже в разложенном полностью состоянии это уже будет 196 сантиметров. Вот такие вот дела. Так что в тот момент, когда, о чем я говорил, что в тот момент, когда вы проектируете сам диван, у вас должно быть полное понимание того, что происходит с вашей моделью
в тех или иных ситуациях. В следующем видео мы уже будем создавать каркас самого дивана. Обратим внимание на то, какие материалы использовать, где их взять и как выполнить ту или иную работу. Так что не забываем подписаться на канал, нажать колокольчик и ждать следующего видео. Всем удачи и пока!